Всем привет! Меня зовут Алена, и сегодня у нас последнее видео на пасхальную тему. И делать я сегодня буду подсвечник. Каждый год делаю новые свечи, прошлые я тоже ссылку на них оставлю в описании. Я просто декорировала каждую свечу по отдельности, но в этот раз решила немножечко декорировать в виде гнезда. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной. Для работы понадобится сама свеча, она может любого быть размера, формы, и картонная заготовка. Она у меня 14,5 см. Можно использовать деревянный спил или заготовку больше-меньшего размера, в зависимости от того, какую композицию вы хотите сделать. Ну и, конечно, совершенно любые цветы и материалы, которые вам напоминают Пасху. Первое, что я сделала, я срезала несколько веточек березы и буду их скручивать. Причем, что скручивать буду их не так, как обычно делаю веночки, а хочу, чтобы ветки шли ровно, не перекручиваясь друг с другом. Делаю кольцо по размеру моей основы и с одной стороны скручиваю с проволокой, после чего буду выравнивать и закреплять в нужных местах с помощью тонкой проволоки, или можно использовать тонкую нитку. Главное, чтобы я была не очень сильно заметна. Срезаю лишнее и маленькие тонкие веточки тоже переплетаю внутри, чтобы ничего не торчало в разные стороны. С одной стороны у меня получается более пышно, а с другой я буду приклеивать цветы. После того, как я сплела, я оставила на сутки, чтобы он хотя бы немножко подсох. После чего начинаем все собирать и приклеивать. Первое, что я делаю, это мешковиной закрываю весь картон. Можно использовать совершенно любую ткань или же бумагу. Закрываю также сверху, так как при приклеивании свечи у нас будет много свободного места, через которое будет просвечиваться то, что внутри. И уже сверху приклеиваю все веточки. У нас должно получиться что-то наподобие гнезда. Еще у меня есть вот такой мох, который я тоже решила добавить вместо зелени и добавить не везде, а его разрезала и добавляла в некоторых местах. Можно использовать совершенно любой мох и любые веточки, которые вы найдете на улице. Еще в прошлом году я в лесу собрала вот такую кору, на которой был тоже интересный мох, и буду использовать в этой работе. Свечу я приклеиваю на термоклей, но часто пишут, что свеча отклеивается. Да, это возможно, потому что это воск. Многие просто расплавляют снизу воск и при помощи самого воска приклеивают свечу к основе. После чего начинаю декорировать одну из сторон. Да, свечу я приклеила не посередине, а сбоку. И с одной стороны я полностью декорирую цветами. Цветы вы можете делать как сами, так же и купить.
Чем больше интересных декоративных элементов, мне кажется, тем интереснее смотрится работа. Но у всех у нас разный вкус, и, возможно, кто-то в такую работу добавит один цветочек и на этом скажет все. Поэтому вы делаете исключительно на свой вкус. Искусственные листья, которых у меня от букетов остается очень много, не знаешь постоянно, куда их деть. Я решила несколько использовать в этой работе, но я их сделала намного меньше. Мне кажется, таким образом они выглядят немного более реалистично, чем те, которые были. Так как я делаю небольшую имитацию подсвечника как гнездо, я приклеиваю также 2 декоративных яичка и до конца заполняю цветами. Добавляю перышки в само гнездо и делаю таким образом, чтобы они были именно внутри веточек. И в принципе мой подсвечник готов. Мне кажется, с такими работами можно очень много экспериментировать. Ну и, конечно, сделать совершенно любого цвета и совершенно с любыми декоративными материалами. Хотела вам показать, я делала вот такую композицию именно для себя и делала вот в таком торфяном горшочке с рисунком. Я уже вам показывала, как делать такие торфяные горшочки. Сегодня немножко напомню, но ссылку на прошлое видео тоже оставлю в описании. Берем торфяной горшочек, и нам нужна распечатка на самых простых дешевых салфетках. Кстати, можете даже купить салфетки с интересным рисунком, если вы где-то встречали в своем городе. Крашу торфяные горшочки акриловой краской и хорошо высушиваем. После чего можно приклеивать сам рисунок. Приклеивать я буду с помощью жидкого ПВА клея. Наношу немного ПВА клея, приклеиваю сверху свой рисунок и с помощью ПВА тоже закрепляю все сверху. ПВА у вас должен быть жидким для того, чтобы не тянул за собой саму салфетку. Хорошо приклеиваем и высушиваем. Высохла, и еще сверху я также добавляю еще один слой ПВА клея, чтобы она держалась надежнее. И тоже все оставляем сушиться. Кстати, именно ссылку на эти картинки я оставлю в описании к этому видео. Все, что вам стоит сделать, это просто распечатать эту картинку в формате А4, и она у вас уже будет изначально нужного размера. Такие горшочки можно делать совершенно с любыми картинками, и выглядеть это будет очень интересно. Ну а если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ну и, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И до новых встреч. Пока-пока!